Итак, продолжаем разговор. На чем мы остановились вчера? На том, что экран у нас частично, вот здесь вот полосочка светленькая, а в основном он какой-то желтушный. Поэтому мы купили вот такую штуковину. Это у нас рассеиватель для телевизора LG. Стоит где-то 2500 рублей. Попробуем сейчас его поставить, посмотрим, что получится. Ну, разборку телевизора показывать уже не буду. Кому интересно, можете посмотреть в предыдущем видео. Вот. Сейчас сразу переключимся на момент, когда телевизор уже разобран и пора ставить рассеиватель. Ну и так, ребята, момент истины. Приподнимем подложку и ай-яй-яй-яй-яй, что мы видим? Ну, что и требовалось доказать. Наша подложка вообще пришла в негодность. Видите, да? Прогорела вообще просто черная. Естественно, она желтая. Изображение и непонятного цвета. Ну что, давайте ставить новую. Для того, чтобы поставить новую, по инструкции нам нужны вот такие вот перчатки. Перчаток в комплекте не было, придется купить, если нет у вас своих. Итак, снимаем старые вещи. Вот, смотрите, еще трещина, видите? Она аж лопнула. Бедолага. Перчатки нам нужны для того, чтобы не оставить отпечатков пальцев. То есть она установится вот так. Так. Отлично они придумали. Наденьте, говорит, перчатки. А как теперь без перчаток-то отковырять эту подложку? Защитную пленку. Сейчас отковыряем. И она вроде бы, блин, поддается. Блинский нафиг. А, все, зацепил. Вот так. И кладем ее вот так. Ну, все. Как бы типа ремонт закончен. Сейчас собираем все на место. То обратите внимание, что вот здесь вот есть вырез, вот здесь. Его надо положить под разъем для питания. Поэтому вы неправильно положить ее не сможете. Аккуратненько вставляем и защелкиваем. Так. Есть. Есть. Защелкнулось, защелкнулось, защелкнулось. Там кто-то щелкнулся, а вот здесь не хочет. Так, значит, подложку надо туда максимально подвинуть. Не пускает. Прям доли миллиметра не хватило. В подложке есть чуть-чуть люфт.
желательно положить так, чтобы село хорошо. Так. Есть. 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 Вот видите, положить надо чуть-чуть сюда, ближе. Так вот. Отличненько. Да, здесь село и здесь село. Отлично. Все, слева-справа село. Сверху, снизу. Сейчас проверим. Так, снизу село. Вернее, это вверх, конечно. Для вас это... Так. И давайте здесь проверим. Защелкнулось, защелкнулось. Все, защелкнулось. Угу. Тоже есть. Упс. Аккуратно. Пластмасски такие тоже, походу, деградируют со временем. Чуть-чуть прямо усилия лишние приложишь, и до свидульки. Ну, все, перчатки нам больше не нужны. Давайте собирать. Так, это готово. Оргстекло потом куда-нибудь пригодится, наверное. Не попал. Попал. Ага. Есть. Есть. Ага. До характерного хруста, в общем, собираем. Ага. Есть. 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 Все. Все. Все прижалось. Отлично. Ну и все, можно ставить обратно в наш телевизор. Вот, шлейф поставили. Убедились, что здесь ничего не вытянулось. После этого ставим вот этот. И наклеиваем скотч обратно. На самом деле скотч здесь, скорее всего, нужно, чтобы провода не шандарахались, не шебуршились внутри. Только для этого. Собственно говоря, так, сейчас он в пазы вяжет у нас. Угу. Что, давайте включим, проверим, прежде чем собирать до конца. Мало ли, вдруг что-то пошло не так. И потом будет понятно уже. Так, антенна. О! Изображение перестало быть желтым. Я уже это вижу. И обратите внимание, я же здесь ругался на вот здесь полосу. А светодиодная ленточка-то вот здесь вообще.
А как она хитро пробивала, да, получается, с той стороны подсвечивала. Ну, я вижу уже, что картинка стала нормального цвета, да? Белый так белый. У тебя баланс белого правильно стоит же? Угу. Все, значит, нормально. Так. Ну и все. Выдернем из розетки на всякий случай. Вот так там она села. Теперь сейчас с этим пакетом она зашла. Ну вот, собственно говоря, ремонт телевизора, наверное, закончен. Сопли от медиатора уберем. И давайте проверим, как работает. Баланс белого у нас точно такой же, какой был. Обратите внимание, что пропала желтуха, изображение стало прямо очень приятным. По идее, как новый телевизор. Идеально, я доволен. Так что имейте в виду, что отремонтировать телевизор своими руками, в принципе, не очень сложно. А все, что вам нужно будет купить, это светодиодную ленточку. Сначала, если вдруг не помогло, после этого покупаем подложку. На этом заканчиваем. С вами был канал Рукоджоп. Всем пока.